Всем привет! Сегодня у меня на обзоре вот такой девайс. Это Comica eJoy Uni-Pro. Настольный конденсаторный USB микрофон с кардиоидной направленностью и, что примечательно, еще и с RGB подсветкой. Ведь настольный микрофон может быть не только устройством для аудиозаписи, но еще и прекрасным визуальным реквизитом. А еще конкретно в данной версии Pro предусмотрена возможность беспроводного подключения, что, на мой взгляд, еще даже более важно. Какие еще интересные ключевые особенности есть у данного микрофона? Поддержка двойного режима проводного и беспроводного для гибкого использования. Запись частотой дискретизации 48 кГц 24 бита. Встроенная звуковая карта Plug and Play. Поддержка регулировки усиления, мониторинга, шумоподавления и отключения звука одной кнопкой. Динамическая RGB подсветка с 3 эффектами. Цифровой выход USB-C, универсальный для смартфона, компьютера, может быть еще к чему-нибудь придумайте подключить. Уникальное крепление Shock Mount и металлический поп-фильтр. Регулируемый пантограф с нагрузкой до 1,5 кг, как у меня. Маркируется как Uni-Pro A. Либо настольная микрофонная стойка, также с регулируемой высотой, маркируется уже как Uni-Pro D. Что ж, давайте знакомиться с микрофоном поближе. В продаже имеется несколько вариаций микрофона, отличающихся между собой по комплектации и цвету. Есть версии с пантографом, либо с настольной стойкой, с беспроводным передатчиком eJoy Uni-Pro, либо без него, просто eJoy Uni, а также в черном и белом исполнении. Проводной eJoy Uni с настольной подставкой будет стоить $45. eJoy Uni-Pro с поддержкой беспроводной связи уже обойдется в $65. Если нужен пантограф вместо настольной подставки, то комплект с ним обойдется уже на $4 дороже, $49 и $65 соответственно. Что же еще входит в комплект помимо пантографа либо настольной подставки? В моем случае пантограф, крепление к столу от пантографа, микрофон с виброгасящим подвесом, маленький приемник с USB-C интерфейсом, установленный в предусмотренной выемке на подвесе, металлический поп-фильтр, кабель USB-C на USB-C для зарядки либо проводного подключения к ПК смартфону, адаптер с USB-C на USB-A, 5 стяжек для кабеля. Инструкция. Учитывая доступную цену микрофона, не стоит удивляться, что сделан он преимущественно из пластика. Диаметр микрофона составляет 64,5 мм, а его длина 154 мм. Давайте поближе рассмотрим девайс, его кнопки, интерфейсы подключения. Спереди расположены две кнопки, и между ними небольшой светодиодный индикатор состояния микрофона. Левая кнопка отвечает за включение и отключение микрофона. Для этого необходимо ее зажать. Мы видим, что у микрофона начал мигать индикатор, и капсуль загорелся с RGB подсветкой. В состоянии включенного сопряженного микрофона индикатор будет гореть синим цветом. Сейчас он мигает, потому что он не сопряжен с приемником. Короткое нажатие на ту же кнопку включения-отключения активирует режим шумоподавления. И в активированном включенном режиме шумоподавления индикатор должен гореть зеленым цветом. Сейчас он так не горит, потому что не сопряжен микрофон. Правая же кнопка отвечает за включение-отключение RGB подсветки. Если зажать кнопку, то подсветка отключится, ну и соответственно включится. А короткими нажатиями мы можем изменять режим эффектов. Всего их, напомню, здесь 3. Вот этот эффект RGB подсветки довольно интересный. Здесь у нас меняется цвет свечения в зависимости от улавливаемого звука. Микрофон, по сути, сам является беспроводным передатчиком сигнала. С завода комплект уже идет сопряженным, но если необходимо произвести сопряжение вручную, для этого необходимо зажать обе эти передние кнопки вместе. Слева от кнопок TRS разъем 3,5 мм для подключения наушников и мониторинга звука в реальном времени. Микрофон имеет встроенный литий-полимерный аккумулятор емкостью 1000 мАч. Сзади на корпусе есть USB-C разъем для зарядки этого аккумулятора, либо который можно использовать для проводного подключения, цифровой выход.
Время работы данного микрофона от одного заряда аккумулятора составляет до 50 часов с выключенной RGB подсветкой, либо до 20 часов с включенной подсветкой. Снизу находится реле регулировки уровня усиления микрофона, ну и также по совместительству регулировки уровня громкости мониторинга. Сверху, собственно, капсуль микрофона, который имеет встроенную RGB подсветку. Ну а еще выше, в самом верху, находится сенсорная кнопка, отвечающая за отключение звука. А спереди находится еще один светодиодный индикатор, который загорается красным светом, если звук был отключен с помощью этой сенсорной кнопки. С микрофоном мы познакомились, пришла пора установить его и проверить, как он работает, качество звучания. Закрепляем основание пантографа на рабочем столе. Устанавливаем пантограф на основании, после чего регулируем угол поворота с помощью фиксирующего зажима. Закрепляем подвес с микрофоном на пантографе. Теперь наша задача отрегулировать положение микрофона на пантографе и зафиксировать его. Последний штрих – крепим поп-фильтр к подвесу. Микрофоны EJOY UNI оснащены встроенной звуковой картой, что позволяет подключить их по принципу Plug and Play с минимальными усилиями. И сейчас мы подключим его для начала проводным способом. Для этого у нас есть USB Type-C кабель. И мне понадобится еще комплектный переходничок, который я уже вставил в соответствующий USB разъем в своем ноутбуке. Микрофон автоматически включается при подключении к устройству, будь то ноутбук либо смартфон, и также автоматически он выключится после 10 минут бездействия. При необходимости можно в TRS разъем, TRS на корпусе подключить наушники для мониторинга звука. Раз, два, три, четыре, пять, я себя уже слышу, и это хорошо. Дальнейшая звукозапись в данном обзоре уже осуществляется с помощью микрофона Comica EJOY UNI Pro, поэтому вы уже можете оценить качество звучания с небольшой обработкой на текущий момент. Чуть позже я запишу тестовые записи без обработки, вы тоже сможете их прослушать, а также скачать с файлообменника. Ссылки я оставлю, естественно, в описании под видео, но это чуть-чуть попозже. В комплекте отсутствует переходник на Lightning, поэтому его необходимо будет приобрести отдельно, только обратите внимание, что он должен поддерживать функцию OTG. Запись звука при этом я осуществляю с помощью Audition на данный ноутбук. При подключении микрофона к компьютеру проводным способом нажмите «Настройка звука» и выберите Comica EJOY UNI Pro TX в качестве устройства ввода и вывода. Что ж, мы опробовали подключение проводным способом, теперь давайте посмотрим подключение беспроводным способом. Здесь, надеюсь, это было не слишком громко, находится у меня приемник, и я сейчас выдерну провод, подключу вместо него приемник. При подключении приемника к компьютеру беспроводным способом нажмите также «Настройка звука» и выберите Comica EJOY UNI Pro RX в качестве устройства ввода-вывода. По заявлению производителя, рабочая дистанция между приемником и передатчиком составляет 20 метров прямой видимости. В большинстве случаев, конечно, такое расстояние не нужно. Как правило, подключение происходит непосредственно в прямой близости от установленного микрофона к какому-нибудь ноутбуку, компьютеру либо смартфону, но тем не менее на всякий случай вдруг кому-нибудь это понадобится. Еще одна интересная особенность данного микрофона заключается в том, что подключить его можно одновременно как по проводу, например, к ноутбуку, так и по беспроводу, например, к смартфону, и писать звук одновременно на два устройства. Перейдем непосредственно к тестам. Качество звучания что младшей модели EJOY UNI, что старшей EJOY UNI Pro одинаковое. Микрофоны могут похвастаться записью с частотой дискретизации 48 кГц и битностью в 24 бита. Кардиоидная диаграмма направленности позволяет улавливать звук под углом около 120 градусов. Тестовая запись. Микрофон Comica EJOY UNI Pro с выключенной функцией шумоподавления. Раз, два, три, 4, 5. Раз, два, три,
4.5. Микрофон Comica eJoy Uni Pro без функции шумоподавления. Функция шумоподавления должна минимизировать нежелательные шумы, но при этом может оказывать влияние на качество звучания. Например, отсекать начало фраз. Тестовая запись микрофон Comica eJoy Uni Pro с включенным шумоподавлением. Раз, два, три, 4-5. Раз, два, три, 4-5. Микрофон Comica eJoy Uni Pro с включенной функцией шумоподавления. Что ж, вы сами все слышали. Как по мне, качество звучания данного микрофона очень неплохое, особенно учитывая его стоимость. Микрофоны серии Comica eJoy Uni прежде всего предназначены для бюджетного уровня создателей аудио и видео контента. Это доступное решение для тех, кто, используя самые простые встроенные микрофоны компьютера, планшета либо смартфона, решил улучшить качество звучания. Что ж, ну а у меня на этом все. Спасибо вам за внимание. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, подписывайтесь на другие соцсети, ссылки на которые вы можете увидеть в описании под видео, либо сейчас на экране. Всего вам хорошего. Пока.